Кто рожден от большой-большой любви? Ну вот догадайтесь, кто? Конечно, кто рожден под Юпитером? Стрельцы. Действительно, это большое счастье родиться под Юпитером. Планетой большого счастья. Ну что, мои хорошие, будем смотреть июнь месяц. Что приносит июнь месяц? Общая картина месяца для стрельцов. Это уже, наверное, 3-й год идет у вас. Партнерские отношения. Партнерские отношения. И этот месяц не исключение. Задействован достаточно активно 7-й сектор, который отвечает за брак, за отношения, за партнерство. И также задействован 8-й сектор, который тоже отвечает в том числе финансы и, конечно, партнерство. То есть такие вспышки новых отношений, вспышки новой влюбленности, взаимной, притягательной. Магия какая-то возникает вот от того, что вы встречаете друг друга. Это даже от взгляда. Даже говорить еще ничего не надо, еще ты ничего не знаешь, но уже тянет магнитом к человеку. То есть тоже будут задействованы, вот эти сектора будут очень сильно задействованы. И все, что происходит остальное, оно каким-то таким побочным фоном происходит, как будто бы особо и не касается стрельцов. Но мы сейчас все с вами рассмотрим. И начнем, конечно, пожалуй, наверное, начнем с Венеры. Венера находится в рыбках, но она к концу месяца перейдет в другой знак. Пока находится в начале месяца, не в рыбках, она находится в раке. А потом в конце месяца перейдет к львам, но пока находится Венера в раке, она здесь очень домашняя, душевная, мягкая, располагает к себе, располагает к душевным разговорам. То, что очень свойственно стрельцам. Вы философы. Юпитер философ. Юпитер всегда ищет положительное в жизни. Позитив ищет только в жизни. Это Юпитер. И находясь, даже Венера, когда находится в раке, для вас это именно душевное, философское отношение к жизни. Мягкое, домашнее, душевное, семейное. И сразу же делает трин, то есть очень благоприятный аспект делает к вашему Юпитеру. К вашему Юпитеру. Ну, смотрите, малое счастье делает трин, то есть протягивает руку взаимодействия, поддержку, подставляет свое плечо Юпитеру, большому счастью. Большое счастье точно так же откликается на малое счастье. То есть они здесь в хорошей, очень гармоничном аспекте. Безусловно, это на вас отражается наиположительнейшим образом. Вот где появляются искры. Те, кто в поиске, те, кто еще не встретил. Ну, очень большой шанс встретить своего человека. Да, здесь замешаны немножко чужие финансы, чужие деньги. Это будут банковские счета, банковские, возможно, проценты. Откуда вам будет поддержка, откуда вам будет помощь, долги, кто вам должен. Возможно, вы кому-то должны. Будет либо возможность отдать эти долги, либо вы получаете долг. Подарки, выигрыши. Выигрыш может быть в судебном заседании. Вы выигрываете какое-то дело. Выигрыш может быть абсолютно случайно. Вы подавали куда-то, может быть, на визу. Вы выиграли, вам визу, допустим, продлили. Вы куда-то проект свой отдавали, выиграл ваш проект. Вы где-то в конкурсе принимали участие. Получаете поддержку. Вот такой чудесный аспект сразу начинается в начале месяца, со 2 числа. Это Венера, малое счастье, делает роскошный трин, делает к Юпитеру, к вашему Юпитеру, к большому счастью. Следующий аспект, который идет 3 числа, это тоже гармоничный аспект Солнца.
сама природа, сама энергия Солнца вам очень знакома. Это огонь. Солнце, которое светит, которое в первую очередь говорит, кто я. Я кто, вот ты родился, кто ты по Солнцу родился. Кто я, отвечает на этот вопрос. И Солнце делает трин с Плутоном, с Сатурном. Сатурн это тот, который ответит на ваш вопрос, кто ты. Потому что по Сатурну это всегда определенный проходишь опыт, определенное проходишь тестирование. Поэтому ты уже, но здесь опыт не обучение чему-то, не научить вас каким-то наукам. Здесь одна единственная наука по Сатурну – это собственный опыт собственной жизни, жизненный опыт. Безусловно, всегда очень хорошо этот жизненный опыт, все, что связано по Сатурну, если это квадратура, или если это оппозиция, или если это секстиль или трин, очень достойно проходит этот жизненный опыт всегда стрельцы, потому что вы философы, вы по жизни и к жизни относитесь по-другому. Вы вытащите из жизни все, что только можно вытащить, но сначала позитивное и положительное. И только потом уже справляетесь с какими-то процессами. Поэтому, делая здесь трин, для вас это поддержка ваших родителей, поддержка ваших старших каких-то родственников, возможно, это поддержка на работе, те, кто по рангу выше вас, старше вас. Но сами по себе стрельцы часто, как правило, сами занимают очень высокие должности. И на государственном уровне высокие должности, на политическом уровне высокие такие статусные сами имеете себе. Ну вот от каких-то таких энергий будете иметь поддержку. Очень гармоничный этот аспект. 5-6 число. 5-6 число выстраивается оппозиция. Оппозиция – это конфликтность, такая жесткая конфликтность с двух планет. И обе планеты воинствующие. Это Марс, который делает оппозицию к Плутону. Марс делает оппозицию к Плутону, гиганту, такому медлительному, достойному, спокойному, неповоротливому, рассудительному. И Марс, который сейчас находится еще в Раке, и его энергия там не активная, а он хочет вот такую конфликтность создать. Вы ее будете очень хорошо чувствовать. Рассмотрим сначала все, что связано вот с природными явлениями. По Марсу это могут быть пожары, вспыхнуло что-то, особенно то, что связано с огнем, то есть особенно то, что у вас происходит. Проследите, чтобы острость, колкость, потому что Марс это еще и остро колющие предметы. Марс это еще и конфликтность, очень аварийность, то что это быстрая езда, это энергия, молодая энергия, вперед быстрее. Куда быстрее надо лучше пропустить, иначе кто-то один из вас будет жертвой. Так зачем же самого себя подставлять под эту жертву? На дороге нет кто быстрее, есть кто останется жертвой. Поэтому вот здесь вот очень будет чувствоваться такая очень искры со всех сторон, проследить за этим. И Плутон. То есть, сам по себе Марс это воин, враждебность. И Плутон, за которым стоит не просто воин, а стоит целое войско, наземное или еще и подземное откуда-то, какие-то толчки, землетрясения могут быть наводнение, немножко вулкан какой-то извергается, что-то как-то из-под земли. Это вот на природном, если с природой в мировом масштабе тоже какие-то противоречия стоят, друг другу противостоят. Одна помощней, другая послабей, но стороны эти начинают между собой вступать в конфликт. То есть слон и моська.
Это вот такое противостояние. Оно как-то вспыхивает. Все, что если перенести на домашний, житейский, рутинный уровень, на наш, это тоже происходит. Вы будете эту нервозность, эту конфликтность, эту скандальность, вы будете ее чувствовать. Не подцепите эту инфекцию раздражения, хотя вы сами по себе очень положительные. Редко кто стрельцы бывают агрессивны, но у вас настолько много иногда энергии, что эта энергия, у вас много положительной энергии. Вы же, это батарейка, которая заряжает, но иногда вы тоже, ее очень становится много. И Марс, делая вот такую вот конфликтность, делая вот такую вот оппозицию, дает вам лишний заряд энергии, который вам достаточно у вас своей. Включите свою философию жизни. У стрельцов определенная философия жизни. Философия жизни – наслаждаться, позитив видеть, удачу видеть, а не пойти туда в минус. Вы, наоборот, очень на мажор, не на минорный лад. Поэтому это всего будет 2 дня, вот такая вот острая оппозиция. Она будет заметна, мы ее будем слышать, она будет со всех сторон доноситься, эта оппозиция. Но самое главное, на своем уровне не вступить ни в какие конфликты, ни в какие разбирательства. Очень короткий этот аспект, лучше его избежать, лучше его обойти. Новолуние. Новолуние 10 числа будет в знаке зодиака Близнецы, и 10 же числа будет солнечное кольцевое затмение, тоже в секторе, который отвечает за брак и за партнерство, за отношения. И здесь, конечно, очень мощный выброс энергии, всегда, когда солнечное затмение, и он будет длиться у вас на много лет, закладывается на много лет. Но так как это новолуние, то нужно желательно строить какие-то планы, строить свои какие-то мечты, осуществлять, увидеть, как они осуществятся и когда они осуществятся, эти мечты. На этом аспекте очень хорошо планировать пополнение в своей семье, и они очень возможны, если вы хотите. А также это могут быть пополнения, возможно, соединения каких-то семей. На таком аспекте находятся ваши кто-то из родственников, кто-то из людей, которых вы давно не видели, но эти люди вам были дороги, они как-то из вашей жизни потерялись. На таком аспекте, когда вот такое кольцевое затмение в этом секторе, то какие-то возвращаются ваши старые партнеры, ваши старые друзья, ваши родственники, которые вы давно не виделись. Они дают о себе знать. Такое вот будет сильное очень новолуние и солнечное затмение. Здесь же, вот в этом же секторе будет находиться весь месяц и Меркурий, то есть известия, которые вы можете получить. Известие сейчас еще, пока находится Меркурий в ретроградном движении, он с 22 числа пойдет на прямое движение, но пока находится в ретроградном движении кто-то из прошлого. Вот откуда это? Кто-то из прошлого даст о себе знать. С кем-то, которого вы именно в жизни каким-то образом потеряли. Возможно, объявится ваш бывший муж, захочет увидеть своих детей, захочет познакомиться со своими детьми. Возможно, выплаты вам пришлют от ваших бывших работодателей, которые с вами не рассчитались, или должники ваши, которые были, или алименты, которые вам не платили. Возможно, вам не выплатили, не доплатили какую-то надбавку, которая была вами заслуженная. То есть вернется откуда-то информацию, откуда-то получите, откуда вы не ждали, и это будет что-то отголоски из прошлого, очень положительные. Ну, дальше смотрим. Марс меняет позицию, и энергию Марса, почувствуйте, Марс заходит к львам. Марс заходит к львам, знакома вам энергия. Да, у вас прибавится, заходит к львам, и сразу Марс берет на себя роль, берет на себя, надевает корону львов. Здесь Марс заметно, и вы этот транзит очень сильно почувствуете, потому что добавится вам энергия, которая в принципе вам особо и не нужна. У вас и так достаточно своей энергии. Здесь энергия будет просто вершины покорять. Это все, что связано с путешествиями, с переездами,
с развитием своего бизнеса, возможно, будете какие-то интервью проходить в другие компании, возможно, вы будете изучать какой-то новый иностранный язык или по контракту поедете куда-то на работу. То есть вот что-то будете покорять, и вам это очень легко дастся на этом аспекте. Ну вот 22 числа Меркурий пойдет в прямое движение по вашему 7 сектору. Вот еще раз говорю, здесь уже ясность начнется. Здесь уже ясность, четкость, понятность, все бумаги к тому времени будут готовы, все бумаги будут на месте, все будет разложено по полочкам. И прямое движение Меркурия по вашему 7 сектору – это, возможно, любой вариант, тот, который вам уже знаком, который вы подготовили к получению информации по этому сектору. Ну что еще? 24 числа будет полнолуние. Полнолуние будет в Козероге. Подводите итог. Всегда тоже, вот когда полнолуние в Козероге, подводя итог, это итог все, что касается очень такой жизненной позиции. Он у вас проходит по финансам и тоже по партнерству, по финансам, по партнерству. Этот итог вы здесь подводите, возможно, вы договариваетесь со своим банком и меньший процент платите, либо вы выплачиваете вперед сумму, которую для того, чтобы погасить свои какие-то, не оплатить долги, погасить свои выплаты по этому полнолунию, и подводите итог все, что связано с партнерством. Возможно, вы, находясь в партнерстве, это связано по бизнесу, в дружбе, дружба это такое же партнерство. Личные отношения это тоже определенное партнерство между людьми. И здесь вы подводите итог, то, что касается жизненной ситуации, жизненной позиции. Вы подводите итог, стоит ли вам продолжать, нужно ли вам, может быть, развивать как-то отношения, может быть, отношения себя уже давно исчерпали, и вы не видите здесь никакой взаимовыгоды, потому что по 2 сектору, по финансовому сектору здесь определенная должна быть в любом партнерстве финансовая. Либо вы больше работаете, а вам приходится пополам делить эту сумму, либо вы обязанности больше на себя берете. То есть вас станет этот вопрос, и вы подведете итог по этому сектору. Ну и вот 27 числа Венера тоже меняет свою позицию, то есть делает транзит к львам. И Венера тоже, увидите, этот характер Венеры совершенно другой. Она тоже становится королевишна, надевает корону, забирает корону у львов, надевает и себя великолепно там чувствует. То есть энергия Венеры, опять-таки партнерство, опять-таки финансов, радости, увлечений, развлечений, удовольствий. Дети, которые приносят вам радость, вот этот сектор тоже энергией совершенно заряжается другой энергией. Энергией здоровой, познавательной, сильной, к той, которая уже у вас есть. То есть вот такой вот складывается для вас месяц, который в нем нет никаких противоречий. Вы очень будете заняты собой, своей личной жизнью, своим близким окружением, будете разбираться с финансами, и все, что связано, вот эта оппозиция, которая будет между Марсом и Плутоном, все, что связано, проконтролируйте, все свои электрические приборы, где-то что-то проверьте, и сам ритм энергии немножко попридержите, потому что вы будете, Марс входит к львам, и для вас это очень активная энергия, активно-агрессивная энергия. Но в связи с тем, что сами по себе стрельцы не могут никак под Юпитером быть агрессивны, но энергии будет очень много. И каким-то образом захочется ее выпускать, поэтому ее чуть-чуть попридержите для того, чтобы решать именно вот свои домашние, земные, рутинные дела. Ну что, мои хорошие. Люблю стрельцов. Еще бы родиться под Сатурном. Под большим счастьем. Бесконечно вас уважаю. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки и люблю вас. До следующих встреч.